Я приветствую добрых, хороших и честных людей. Я получил этот тон кожи из стандартного шейдера Genesis 8.1. Если он вам нравится, то вы можете повторить мои шаги по настройке материала. Применяем стандартный шейдер Genesis 8.1. Посмотрим на результат. Слева стандартный материал, а справа материал с моими настройками. В центре вы видите диффузную карту лица со стандартного шейдера 8.1. Первая проблема, которую я вижу, это несоответствие тона исходной диффузной карты, которая у нас в центре находится, с рендером, который слева. Получается, что мы должны учитывать такое затемнение кожи при настройке материала или диффузной карты. Второе. В стандартном материале SSS недостаточно проявляет себя. Третье. Одноцветность кожной поверхности снижает реалистичность материала. Однако диффузная карта Genesis 8 и 8.1 имеет лучшую деталировку кожи. Поэтому я хочу использовать ее как основу для персонажей своей новеллы. Начну настройку материала с полупрозрачного цвета. Выделяю поверхности кожа, губы, ногти. Я уберу оттенок отражения. Хочу задавать цвет кожи не через эту настройку, а через диффузную карту. Я допускаю коррекцию цвета кожи через эту настройку, но не столь сильную. Сделаем рендеринг, чтобы увидеть результат. Небольшие изменения в лучшую сторону. Тон кожи стал ближе к тону карты и ослаб цветовой налет, дающий одноцветность кожи. Genesis 8.1 DAZ использовал новый способ получения подповерхностного рассеивания через цвет и серую карту. Результат меня не устраивает. Я попробую довести до ума этот способ в дальнейшем, но сейчас вернусь к старому способу задания подповерхностного слоя через диффузную карту. Выделяю поверхности кожи, губ и ногтей. Вначале я меняю цвет подповерхностного слоя на белый. Посмотрим на результат. У нас появился SSS, и это хорошо. Но кожа стала избыточно пурпурной. Исправлю это в дальнейшем. Настройка SSS. Далее настраиваем цвет SSS. Я пробовал использовать физически правильные значения для цвета SSS из справочника. Но результат мне не понравился, я был вынужден подбирать значения SSS по своему вкусу. Я сейчас повторю те настройки, которые мне понравились. Вы можете скачать картинку всех настроек шейдера по ссылке в описании к этому видео. Если нажать на Alt плюс клик, то значение сбросится на по умолчанию 0,1. Здесь я подобрал светло-серый цвет, значение яркости 249. Режим SSS меняю на хроматический. Дистанцию уменьшаю до 0,005. Задаю цвет SSS 0,98, 0,23 для зеленого цвета и 0,3 для синего цвета. Направление SSS увеличиваю до минус 0,25. Посмотрим, что получилось на рендере. Чума! Меня этот тон кожи завораживает. Стали видны кровеносные сосуды под кожей. Теперь будем возвращать цвет в полупрозрачный слой. Чтобы ускорить следующий этап работы, я буду выбирать поверхности, имеющие одинаковые карты. Например, кожа рук и ногти рук используют одни карты. Я сделал таблицу, которая поможет быстро найти те части тела, которые используют один набор карт. Вы можете скачать ее по ссылке в описании к этому уроку. Для того, чтобы видеть, какие части тела используют один набор карт, проведите вертикальную линию через красные точки.
Если выделим группу материалов кожа, губы, ногти, то мы увидим все поверхности, в которых надо заменить карты в полупрозрачном слое на диффузные карты. Выделяю руки и ногти, которые используют одну карту. Нажав на карту, мы получим список карт. Текущая карта отмечена галочкой. В названии текущей карты есть буквы SSS, а нам нужно выбрать карту, в имени которой есть буква D. При замене карты убедитесь, что в редакторе изображения значение гаммы равно 0. Второй способ заменить карту. Выбрать файл картинки в окне проводника. Это предыдущий способ. Во втором способе вы можете выбрать карту не по названию файла, а по изображению. Карта лица присутствует на 4 поверхностях: уши, лицо, губы и глазницы. Я выбираю все поверхности, использующие карты лица. И через проводник выбираю цветную карту с лицом. Далее меняю карту головы, она используется только для одной поверхности. Карта ног используется для поверхности ног и ногтей. Кажется, все. Посмотрим, что получилось на рендере. Выглядит неплохо, особенно в сравнении с тем, с чего я начинал. Кожа немного бледновата относительно исходной карты. Поправить тон кожи можно несколькими способами. Самый простой – это увеличить вес полупрозрачного слоя. Например, до 0,75. В результате я вижу приемлемое снижение светлоты кожи, и на этом можно было бы остановиться, но несколько минут назад я восхищался просвечивающими кровеносными сосудами в подповерхностном слое. Сейчас же они исчезли. Естественно, ведь мы только что заменили карту SSS диффузной картой. Кровеносные сосуды расположены именно на карте SSS, и это правильно, ведь они находятся под кожей. Для начала вернем значение веса полупрозрачного слоя на 0,5. Можно сделать наложение карты SSS на диффузную в Photoshop, но в DaZ Studio тоже есть такая возможность. Выделяю поверхности, использующие одинаковые карты. Щелкаю на иконке карты подповерхностного цвета. Выбираю Layered Image Editor и делаю видимой всю карту. Добавляю новый слой. Указываю путь к карте SSS, которая отсутствует. Дело в том, что все карты для рук и ног Genesis 8.1 находятся среди карт Genesis 8. Чтобы найти недостающие карты, надо перейти в папку персонажей, затем Genesis 8 и Family Base. Нахожу карту рук, в имени которых встречается SSS. В режиме смешивания выбираю умножение. Сразу повторю эти действия для карт ног и ногтей. Редактор слоев. Зумируем картинку, чтобы она вошла в окно. Добавляем слой. Находим карту. Задаем режим наложения карты. Повторяю действие с картой тела.
Не забудьте, что все остальные карты нам надо использовать от Genesis 8.1, чтобы избежать путаницы в дальнейшем. Ускорю воспроизведение записи в 2 раза. Сейчас я работаю с картой лица. Затем карта головы. Это последняя карта. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится на рендере. Сравним с предыдущим результатом, когда карта SSS не использовалась. Тон и цвет кожи на рендере приблизились к исходному цвету карты. Это именно то, чего я хотел добиться. Таким образом, я могу видеть будущий цвет модели, просто взглянув на диффузные карты любого шейдера. И могу предсказуемо изменить цвет кожи модели путем изменения диффузных карт в Photoshop. Рисунок кровеносных сосудов едва заметен, и это хорошо для основной части тела. Но для кистей рук, ступней желательно усилить рисунок вен на картах SSS. Займусь этим попозже. Теперь, когда наш подповерхностный слой стал темнее, то он может более значительно влиять на тон кожи. Увеличив вес этого слоя до 0,75, мы получим смуглую загорелую кожу. Результат вы видите справа. Мы получили смуглую загорелую кожу, как я вам и обещал. Второй способ изменить светлоту кожи – изменить полупрозрачный цвет. Этот способ быстрый и простой, но я бы предпочел изменить исходные диффузные карты для таких сильных преобразований. Ведь этот способ делает кожу монохромной и ослабляет SSS. Что еще можно сделать для улучшения стандартного шейдера? Отредактировать карты для исправления деформации ореола правой груди. На карте подповерхностного слоя сделать румянец на щеках, поправить цвет губ. Поработать с цветом кистей рук и ступней. Сделать вариант карты с проработанными венами. Настроить блеск кожи. Сейчас он размещен почему-то на 2 слоях. Блеск, верхнее покрытие. Настроить бамп для отдельных частей тела. Например, в области груди, кистей рук, где действие бампа мне кажется чрезмерным. Для крупных планов надо сделать копии 4 карт лица без бровей. Избавиться от многоугольной радужной оболочки глаз. Исправить блик глаза, который сейчас похож на пластиковую пленку. Все тесты по настройке шейдера я делаю в моей портретной 3D студии, которая была специально создана для этого. Используются 4 источника света, рисующий, заполняющий, фоновый и контровый. Если хотите, то я расскажу о том, как устроена моя 3D фотостудия. Напишите об этом в комментарии. Спасибо за внимание. Пока.